Как проверить мотор-колесо на работоспособность без контроллера? Всем привет! Сегодня я покажу, как простым и непростым способом проверить мотор-колесо на работоспособность, если, допустим, вы покупаете мотор-колесо с рук. Мы, не имея контроллера, хотим убедиться, что наше мотор-колесо, которое мы приобретаем, хотя бы подает минимальные признаки жизни. Для этого нам понадобится источник питания, то есть это может быть как такой вот аккумулятор. Если у вас нет такого аккумулятора, возьмите старый аккумулятор от телефона, то есть который там около 4 вольт выдает. Либо совсем, если у вас нету ничего, то возьмите последовательно, спаяйте 3 аккумулятора таких вот обычных и получите около 4 вольт. Какой принцип? Нас интересует вот эти вот провода. Мотор-колесо имеет вот такие вот выводы, соответственно 3 фазы и датчики холла. Мотор-колесо при подаче напряжения на фазы должно немножко сдвинуться, то есть как бы вот так вот, дернуться там на миллиметр, но должно подать признаки жизни. Вот берем фазу, вторую фазу. Видели? Было такое движение. И потом, соответственно, если мы подаем напряжение, оно не двигается, потому что оно уже на этот миллиметр сдвинулось. Соответственно, вот эти фазы рабочие. Дальше переходим к этим вот фазам. Следующим. Меняем полярность. Видели? Было движение. И теперь, соответственно, вот эту вот с этой фазой. То есть, когда повторный щелчок, оно уже не двигается, то есть оно уже сдвинулось на этот миллиметрик, и уже, соответственно, нужно поменять либо полярность, было такое небольшое движение. То есть, соответственно, вот таким вот простым способом можно проверить, что у нас хотя бы фазы не замкнуты между собой и какое-то движение в моторе происходит. И второй способ проверки мотор-колеса, более сложный, это проверка уже непосредственно датчиков холла, то есть вот этой вот связки проводов. Значит, из чего эта связка проводов состоит? Значит, черный, красный, зеленый, синий, желтый. Зеленый, синий, желтый — это плюсовые выводы контрольные с датчиков холла, то есть сигнальные провода от них. А черный и красный — это питание, которое подается на мотор-колесо от контроллера. Это питание от 4,5 до 5 вольт примерно. Так, чтобы наглядно вам показать, вот мы видим напряжение 4,35 выдает контроллер. Соответственно, нам нужно выйти на такое напряжение, сымитировав работу контроллера. Чтобы сымитировать работу контроллера, такую 4,32, мы можем просто последовательно припаять так вот к аккумулятору, и, соответственно, получим около 5 вольт напряжения. Так, и потом, после того, как мы подали питание, мы должны прозвонить каждый датчик. То есть от минусового провода мы подключаем минус, а плюсовой провод мы прозваниваем каждый датчик, то есть синий, желтый и зеленый провод. Так, ну вот я уже подключил более наглядно. Ну вот я прозваниваю первый датчик. Тут немножко не видно. Вот синий провод у нас.
я к нему подключил плюс от мультиметра, то есть сигнальный плюс, и минус к минусу питания. И вот у нас датчик холла по синему проводу дает сигнал в 5 вольт. Соответственно, как только я буду изменять магнитное поле, то есть магнит уходит от датчика, достаточно на миллиметрик вот изменить, и он у нас показывает 0. Потом еще вот я меняю положение магнитно, вот я передвигаю мотор, он у нас показывает 0. Вот я дальше передвигаю, он показывает сигнальные 5 вольт. То есть у нас первый датчик холла на синем проводе рабочий. И таким вот нехитрым способом, путем переключения красного сигнального провода на каждый из датчиков холлов, мы проверим работоспособность датчиков холла. Ну, этот способ, конечно, намного сложнее, как мы видим, чем проверка по фазам, но тем не менее каждый решает сам для себя, как ему проверить полностью мотор-колесо, либо достаточно проверки по фазам. Конечно же, если вы приобретаете вот такое мотор-колесо с рук, допустим, с повреждением изоляции, какими-то оголенными проводами, то, конечно же, желательно проверить именно вторым способом, то есть проверить датчики холла. Вот такие два способа я, собственно, показал. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в новых видео. Всем пока.